Всем привет, друзья! И сегодня мы будем модифицировать вот такой вот прикольный корпус, еще можно сказать, из прошлого века. Когда-то очень похожим на этот, а может быть даже и в таком же, был появившийся у нас на стыке 98 и 99 годов комп на первом слоте на базе второго Пентиума. Как видите, до этого компа уже когда-то дошли руки моддингера, были сделаны кастомные заглушки для незанятых слотов PCI, насверлена дополнительная вентиляция в задней стенке и вырезано шикарное отверстие под вентилятор на боковой крышке. Выглядит, конечно, супер, можно было бы даже ничего не трогать, но так и я немного добавлю от себя. А если без шуток, корпус сделан реально на века. Как можете видеть, на нем толстенный слой оцинковки и ни намека на ржавчину. Он очень компактный в первую очередь за счет того, что блок питания находится перед материнкой. Нам это дело не подходит, во-первых, потому что в этом случае ни о какой башне речи быть не может, ну и все-таки хочется видеть нашу красивую материнку. Поэтому блок питания будем переносить, а куда, узнаете чуть позже. И давайте уже стартовать. Да, друзья, как вы видите, салазки для дисководов и флопиков крепились на такой перекладине, которая, ко всему прочему, служила распоркой и придавала корпусу жесткости. Без нее он, как видите, гуляет. Поэтому ее надо отсверлить и вернуть на место. Теперь поговорим о циркуляции воздуха. Так как передняя панель у нас будет наглухо замурована, для обеспечения нормальной циркуляции я решил сделать один вентилятор внизу и один наверху. Плюс здесь нужно будет организовать приток воздуха для БПшника. Как видите, очень много отверстий, у меня просто нет столько решеток, чтобы вырезать их и приварить. Поэтому я решил использовать решетку как лекало, высверлить отверстие. Да, это очень долго, но в общем-то ничего сложного. Да, и друзья, мало ли у кого-то не получается сверлить. Быстро портятся сверла и т.д. и т.п. Маленький совет. Не перегревайте их. Сверлите на маленьких оборотах, особенно если сверлите сверлом больше 5 мм. Чем больше сверло, тем оно чувствительнее к перегреву. И как только вы его перегреете, оно сразу затупится. Поэтому держите маленькие обороты, и если сверлите много отверстий или одно, но глубокое, например, надо высверлить болт, обязательно давайте ему остыть, потому что и на малых оборотах в течение длительного времени оно может перегреться. Вот такое дикое количество стружки получается, и это только с половины вот этой обрешетки. Короче, ребзи, я психанул, вся эта сверлежка от руки в таком количестве просто какое-то издевательство над человечностью, поэтому я вырезал вентиляционное отверстие болгаркой и позже покажу вам, как их закрою. Ну а теперь время заварить все лишние технологические отверстия. Самое главное из них это место под БПшник, ну и кое-что по мелочи. Далее мы берем вот такой вот профиль и начинаем его подготовку для того, чтобы превратить его в рамку для передней панели корпуса. После того, как срезана одна из сторон, можно начинать нагибать. Как видите, получилась у нас половина рамки. К сожалению, не было возможности согнуть ее единым цельным элементом, так как просто-напросто нет профиля нужной длины.
Но ничего страшного, вырежем недостающую часть из другого профиля и приварим. Как видите, зазоры в местах гибов получились примерно аккуратные, но ничего страшного, все заварим, все зачистим, комар носа не подточит. Рамка готова, получилось весьма и весьма неплохо. И теперь можно приступать, наверное, к самой важной части этого моддинга – изготовлению крепления для блока питания. Из уголков получились вот такие вот штучки-дрючки, которые я приварил к корпусу. Вот так вот это выглядит в готовом варианте. Вентилятор там, но не переживайте, пространство для того, чтобы он захватывал воздух, там будет. Свежий холодный воздух будет поступать вот отсюда снизу. И чуть позже я вырежу отверстие сверху для того, чтобы туда выходил теплый воздух. Блок питания очень легко устанавливается, без проблем прикручивается и откручивается к заводским отверстиям. Сидит он там реально надежно, даже если его вот так перевернуть, пошатать, поднять, поставить, ну и все такое прочее. Для того, чтобы прикрутить крепление для жестких дисков и SSD, я использовал 2-мм сверла и просто ввинтил туда винты, не используя никаких метчиков, разметчиков. Металл тонкий и резьба прекрасно вдавливается. А съемным я его решил сделать потому, что со второй стороны будет глухая стена и туда просто-напросто иначе будет не добраться. Ну и конечно же, как обойтись без кнопки включения, а для того, чтобы высверлить отверстие для нее, я использовал незаменимое в данном случае ступенчатое сверло, так как диаметр кнопки большой и в моем случае оказался равен 20 мм или 2 см. Ссылку на эти сверла я оставлю в описании. Также необходимо вырезать отверстие для удлинителя питания. Здесь все сложнее, так как отверстие очевидно прямоугольное и пришлось воспользоваться лобзиком. Операция прошла успешно. Думал еще приклеить его для надежности, но в этом нет никакого смысла, поскольку удлинитель и так сидит как влитой. Также очень долго думал, как в этом проекте закрыть область, где будет стоять блок питания, жесткие диски и болтаться все эти провода, и решил сделать из обрезков оргстекла экран. Нарезал оргстекло, склеил его клеевым пистолетом и получилась вот такая вот страшненькая конструкция. Но не спешите делать выводы.
После того, как конструкция замотована 320 шкуркой, обезжирена и покрашена, можно снимать скотч, пока краска не до конца подсохла. А для пущей красоты я также решил окрасить кромки бокового стекла и стекла на лицевой панели. Ну и финальный этап нашего моддинга, после которого можно будет приступать к сборке, это окраска корпуса. Как видите, крепление для материнской платы съемное, поэтому для того, чтобы все прокрасить по максимуму, нужно его снять. После того, как корпус отшкурен, подшпатлеваны некоторые неровности и косяки и снова отшкурены, можно приступать к грунтованию и окраске. Ну и как обещал, показываю, что я решил сделать с вентиляционными отверстиями. Их я решил заклеить противопыльной сеткой, купленной на Алике, предназначенной специально для компьютерных корпусов. Ссылка, конечно же, в описании. Кто-то скажет, что можно было бы купить сетку на магнитах. Можно, но только она стоит по 300 рублей за маленький квадратик 120 на 120 миллиметров. Тут же за эти деньги вы получаете огромный рулон 1 на 30 м, которым при желании можно обернуть весь корпус. Ну и наконец-то, как же я долго этого ждал, финальный штришок. Приклеиваем зеркало на двустороннюю ленту, а затем по бокам рамки и внутри корпуса приклеиваем светодиодную ленту. Для подсветки нам понадобится сама RGB лента, Wi-Fi блок управления лентой и переходник с Molex на такой вот обычный круглый разъем питания. Все ссылки я оставлю в описании. И вуаля, все работает. Подключаемся к нашему модулю управления, предварительно скачав приложение, найдя его по QR-коду, наклеенным на самом модуле, и меняем режимы подсветки в тон своего настроения, своей музыки и чего бы там ни было. На этом, друзья, проект закончен. Спасибо большое за то, что смотрели. Оставайтесь на канале, будет еще много всего интересного. И до скорых встреч!